Мухаммед, ты можешь немного рассказать о жизни в Хургаде, о наших женщинах, о европейках? Конечно же, в Хургаде очень много женщин с России, с Украины и Белоруссии, которые живут здесь на постоянной основе. Довольно популярно рассказывать о драматических историях их личной жизни. И я думаю, проблема заключается в отсутствии понимания египетской культуры. В каждой стране, когда вы принадлежите к одной и той же культуре, и если вы знакомитесь с кем-то, вы можете сразу сказать, на каком он уровне, какое образование у него, просто даже по манере общения, по акценту и выражениям, которые он использует в качестве сленга. Когда вы иностранка или иностранец, и вы приехали в Египет, у вас нет этой способности, потому что вы не знаете оригинал. Поэтому вы получаете плохой опыт, потому что иностранки ожидают чего-то, что построено в их собственном воображении, о том, как должно идти, смешивая понимание их собственной и египетской культуры. Поэтому в результате этого им понадобится несколько неудачных опытов, прежде чем они начнут понимать египетский менталитет. Но все же в конце 95% из них не могут понимать уровень происхождения, образования, но и культуры, потому что в Египте много разных культур. Северная часть, например, отличается от Каира. Каир отличается от восточной части, от южной части и западного Египта. Но и люди, которые приезжают из деревни, тоже совсем другие, нежели люди из города. Так что в результате этим женщинам сложно понять, потому что они не видят разницы, и в результате этого происходит какая-то драма. Проблема в том, что эта женщина после 2-3 опытов очень меняется, и эти негативные опыты действительно сказываются на них. Они становятся более жесткими и хотят отомстить даже, либо избегают всех. Они теряют доверие. Египетские парни в таком туристическом городе, как Хургада, Шарм-эль-Шейх, особенно молодые парни, ищут выгоды для себя, например, получить визу в другую страну. Это очень модно, и они мечтают об этом. Или жениться на богатой девушке и воплотить в жизнь свой собственный проект. Очень часто такие браки заканчиваются не очень хорошо. Поэтому, когда все-таки отношения между египтянином и иностранкой случились, египтянин испытывает глубокое чувство вины, потому что ему приходится расстаться со своими ценностями, в которых он вырос, и он пытался пойти на компромисс с европейской культурой. Поэтому конечный результат, который я должен сказать, исходя из того, что я вижу, это максимум 10% людей, которые действительно удалось иметь серьезные отношения, которые продолжались длительное время. Другое дело – понимание, интеллект, эмоциональный интеллект. Подавляющая часть здесь ориентируется просто на красоту женщины, так как эмоциональный интеллект у них развит плохо. И если у вас есть кто-то, кто занимается работой и бизнесом в ночное время, у вас будет много возможностей познакомиться с теми, кто живет и работает ночью. Это другой стиль жизни и другой выбор. Так что же происходит, если у тебя есть парень из ночной жизни? Не ожидай, что он будет только для тебя. Это логично, что вокруг него будет много парней. Это твой выбор. И ты выбираешь, на какую вечеринку сходить, что сделать ночью, как провести время весело. Но, конечно же, нельзя такие отношения воспринимать всерьез, потому что для него это несерьезно. Если ты не ходишь в ночную жизнь и ищешь серьезные отношения, да, на год-два, возможно, почему и нет. Но это не то, чтобы действительно нужно для жизни. Это мое мнение всего лишь. Это всегда о том, как вы можете адаптироваться, чтобы понять культуру, в которую вы пришли. И вам не следует ожидать, что люди здесь изменятся для вас. Но вы должны понимать, что вам следует меняться и адаптироваться, в какую страну вы приехали. Потому что это не Европа. Это в основном мусульманская страна и коптская страна. В обеих больше религии, чем уровень религии в других странах.
Поэтому у них есть свои собственные правила, принципы, у них есть собственное понимание того, как должны развиваться отношения, кто что делает, кто чего не делает и так далее. Это еще один момент, который, как я считаю, вносит отличия в их отношения. Иностранцы, например, не понимают, почему мы держим Рамадан. Мы это делаем, потому что это часть нашей религии и культуры. Мы не обязаны объяснять всю философию религии. Но с другой стороны, если вы хотите искать и пытаться понять, то пожалуйста. Но не судите людей по тому, как они постятся или молятся. Это другая страна, другая культура. Приятно иметь море, солнце, сухую погоду. И, конечно же, постарайтесь принять и другую часть нашей жизни. Ой, такую тут семью интересную встретила. Говорю, хочу вас запечатлить. Супер! Это семья из Каира. Вот такие они все. Сегодня в оранжевом гуляют. Вот, красиво. From Cairo? No. Yes. Cairo? Люксор. Найс, Люксор. Смотри, какие классные. Найс. Гамиля. Merci. Супер. Обожаю смотреть, когда едят египетские мужчины. Ой, как много у них. О, fish. From fish restaurant, yes? Супер. Как много женихов. Мы потом подойдем к вам. Все, бон аппетито. علشانك انت يا ملاك السلام علشانك انت يا حبيبي ايه ده كله حبك زاد علينا تاني ما اقدرش انا على الحب ده كله هيجي ويقول لي عايز تاني شفت الحب عمل لنا ايه غير الهم والعذاب يو 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 يو
إيه